Представьте себе, военный корабль взрывается и тонет за 8 минут, унося жизни почти 400 человек. Звучит как сцена из блокбастера, но это реальная история, которую британское правительство скрывало 7 десятилетий. 27 марта 1943 года у берегов Шотландии произошла одна из самых засекреченных морских катастроф в истории. Авианосец HMS Dasher внезапно превратился в огненный ад и исчез под водой, забрав с собой 379 жизней. Но самое шокирующее – это был не вражеский удар. Корабль взорвался сам по себе из-за роковых конструктивных недостатков. HMS Dasher принадлежал к классу американских эскортных авианосцев, которые строились в спешке для борьбы с немецкими подлодками. Корабль был заложен в декабре 1940 года в Пенсильвании, а в 1942 передан британскому флоту. С самого начала у корабля были серьезные проблемы. Американские инженеры торопились, и многие системы безопасности упростили или вообще исключили. Особенно опасной была система вентиляции авиационного топлива. Она не соответствовала британским стандартам. Уже в первые месяцы службы происходили странные вещи. Матросы жаловались на запах авиационного топлива в жилых помещениях. В декабре 1942 года случился пожар в машинном отделении. Все эти сигналы предупреждали о надвигающейся катастрофе. Но корабль продолжал службу. Он эскортировал конвой в Арктику и участвовал в операциях у берегов Норвегии. Утром 27 марта 1943 года HMS Dasher покинул базу в Шотландии, направляясь к Оркнейским островам. На борту находились 528 человек и несколько самолетов. В 16:42 произошло немыслимое. Очевидцы описывали это как внезапную вспышку, за которой последовал оглушительный взрыв. Весь корабль на мгновение превратился в огненный шар. Капитан торгового судна, наблюдавший катастрофу, рассказывал: «Сначала я увидел яркую вспышку в середине корабля, затем огромный столб пламени поднялся в небо. Второй взрыв был слышен даже на большом расстоянии. После взрыва корабль превратился в настоящий ад. Пожар охватил все судно, а взрывы боеприпасов не прекращались. Большинство экипажа в центральной части корабля погибли мгновенно. Тем, кто добрался до палубы, предстояло столкнуться с ледяной водой Атлантики температурой всего 7-8 градусов. В таких условиях человек может выжить максимум полчаса. Корабль затонул за 8 минут. Настолько быстро, что спасательные средства даже не успели спустить. Из 528 человек спаслись только 149. Секретное расследование выявило целый комплекс проблем. Во-первых, дефектная система вентиляции. Она была рассчитана на сухой американский климат, но не учитывала влажность британских вод. Пары топлива скапливались в помещениях. Во-вторых, топливные трубы проходили слишком близко к электрооборудованию. Малейшая утечка создавала взрывоопасную смесь. В-третьих, система пожаротушения была слишком слабой для такого корабля. И, наконец, в день катастрофы использовали американский бензин с высоким октановым числом, который давал больше паров. Помимо технических проблем, свою роль сыграли и ошибки экипажа. В день трагедии нарушили процедуры безопасности при заправке самолетов. Систему вентиляции включили не на полную мощность. За день до катастрофы матросы докладывали о запахе топлива, но на это не обратили внимания. Многие двери были открыты для проведения работ, что ускорило затопление после взрыва. А теперь самое интересное, как власти скрывали эту трагедию. Сразу после катастрофы британское правительство засекретило все обстоятельства. Официально объявили, что корабль затонул в результате несчастного случая. И все.
Причины секретности были такими. Власти боялись подорвать моральный дух флота, не хотели признавать проблемы с американскими кораблями и берегли отношения с союзниками. Семьям погибших сообщили только, что их родственники погибли при исполнении долга. Даже похороны проводили тайно, без военных почестей. На надгробиях писали только имена и даты, без упоминания корабля. Детали оставались засекреченными до 1970-х годов, а полные материалы рассекретили только в 2000-х. В 1991 году на острове Айли установили памятник 379 погибшим морякам. В 2001 году британское правительство официально извинилось перед семьями за многолетнее сокрытие правды. Министр обороны признал, что секретность была чрезмерной. Катастрофа HMS Dasher изменила военное кораблестроение. Улучшили системы вентиляции, усилили противопожарную защиту, создали новые программы обучения экипажей. Но главный урок в том, что секретность не должна мешать извлечению уроков из трагедий. Британских моряков погибли не от вражеских атак, а из-за дефектов собственного корабля. Сегодня останки HMS Dasher покоятся на дне моря у берегов Шотландии на глубине 150 метров. Это место считается военным захоронением и напоминает нам о цене спешки в военное время. История показывает, иногда самые страшные враги – это наши собственные ошибки. И память о тех, кто заплатил за них жизнью, должна помочь избежать подобных трагедий в будущем.